Вы слышали когда-нибудь, как кричит олень? Вот это вот его крики. Это вот так кричит олень. Я сначала думала, это собака. Но потом я увидела, что это олень, потому что у него белый хвост. И он скачет, как олень. Ну, точнее, это косуля. Он испугался меня и поскакал. Яркий оранжевый гриб. Ну и называется он, соответственно, своему внешнему виду. Пикнопорус киноварно-красный. Или трутовик киноварно-красный. Такой яркий ядовито-оранжевый цвет. Впервые нахожу такой старый трутовик серно-желтый. Просто огромный куст. Настолько уже выгоревший. Это та самая лесная курятина. Просто гигантский. Небольшая находка. Гриб называется думонтиния. Он такой крошечный и растет на корнях анимон белых или желтых и высасывает из них соки. В Германии популярны такие поля сезонных цветов. Например, вот поле тюльпанов. Ты приезжаешь сам, собираешь тюльпан, какие тебе нравятся, и вот сюда кидаешь оплату. Один тюльпан стоит 50 центов. Вот такая вот копилка, ножи, чтобы срезать, и разнообразные тюльпанчики. Ну, каких тут только расцветок нет. В общем, можно ходить по всему полю, собирать сколько тебе хочется. И просто на честное слово оставлять 50 центов за каждый тюльпанчик. Ну, красота. А потом, когда начнется... Почему я вижу? Кто-то вот так вот срезал, наверное, потому что явно срез ровный и бросал. Странные люди, если это сделано человеком. А потом есть также поля с розами, есть поля с гладиолусами. Очень классная традиция. А вы когда-нибудь видели дикую вишню такой огромной высоты, которая растет просто в диком лесу? Какие перья я нашла. Интересно, от какой-то птички. И почему она их потеряла. Какие красивые. Я снова нашла нору. Всегда, когда нахожу нору, но никогда не нахожу хозяина норы и никаких вообще предметов, указывающих на то, кто же здесь живет. Обычно считается, что здесь живет барсук, потому что возле норы чисто. Вообще никаких признаков. Но явно же там кто-то живет. Вот здесь какие-то грибы. Это мицена тонкошляпая, и из-за ее маленьких размеров она нам не интересна как гриб, но как биологический вид. Написано о ней, что она пахнет азотом. Сейчас понюхаю. Какой-нибудь. Да, я понюхала, и она действительно имеет необыкновенный запах. Вообще даже вообще не грибной. Немножко немецкой атмосферы. Это пруд, на котором можно ловить рыбу, только если у тебя есть специальное разрешение немецкое. Тут все не просто так. И, кстати, сами немцы ловят рыбу не так, как у нас до отвала, а вот буквально на ужин себе, например. Не так, что я там наловил, пока оно ловится.
чтобы потом это там замораживать или сушить. Здесь все по-скромному. А в детстве, когда не было у нас никаких других развлечений, я очень любила наблюдать за муравьями и выбрать одного муравья и следить за ним, куда он ползет в итоге. И могла вот так часами сидеть, наблюдать за этим муравьем. Вот зачем он тащит вот этот кусочек мха? И они ведь все знают, для чего им нужна вот эта ветка, для чего им нужен кусочек мха, какой-то еще какие-то непонятные штуки из леса, какие-то даже эти навозы от животных прут. Вот это прет огромный навоз.